Всем привет! Многие знают, что за один из наших пранков мы попали в отделение полиции, и у нас конфисковали нашу камеру. И вот сейчас, спустя 1,5 месяца расследования, нашу камеру наконец-таки вернули к нам в руки вместе со всем материалом. И прямо сейчас вы узнаете, почему же нас попытались обвинить в экстремизме, национализме, и почему же мы провели в КПЗ целую ночь. Поехали! Так, давай делаем это сейчас, все. Есть. Где он? Где он, нахуй? Где он, нахуй? Где Казимир? Где Казимир? Сейчас, давай подожди. Открыл быстро. Быстро. Дергай, нахуй! Вообще всем похуй, просто! Блять! Прежде чем начать наш рассказ, хотелось бы ответить на самые популярные вопросы, которые нам наверняка зададут. Ребят, а зачем вам вообще было это надо? Почему так жестко? Да, мы осознаем, что, может быть, чуть-чуть переборщили. Целью нашего эксперимента было определить, как люди на остановке отреагируют на похищение человека. Поможет ли кто-нибудь и какого рода будет эта помощь? Ну, на первый взгляд может показаться, что люди вообще никак не отреагировали. И пока мы на радостях готовили второй подход и собирались повторить всю эту операцию, в отделение полиции поступило ни много ни мало 7 вызовов о совершившемся преступлении на остановке. После чего был объявлен, внимание, план перехват по городу на лансе черного цвета. Мы даже не подозревали, что по адресу проживания Гурама уже выехал спецотряд, чтобы застать врасплох его ничего не подозревающую маму. И даже не догадались, в какой плачевной ситуации мы уже находимся на данный момент. Как вы думаете, через сколько нас поймали? Через 2 часа? Через час? Никак нет, нас поймали через 15 минут. Мы спокойно шли по улице и вдруг заметили, как за нами идут 5 человек в форме. Мы, конечно же, не растерялись, мы ведь пранкеры. И увидев людей с автоматами в руках, Гурам спокойно сказал нашему оператору: доставай камеру, включай, начинай их снимать. Что такое? Это же наше законное право. Ну, мы можем посмотреть сейчас, что из этого получилось. Собственность, ее нельзя трогать. Я говорю, документы давай свои. Это в моей машине. Никто не похищал. Я никого нигде не похищал. Ну так, заявка была. То, что вы засунули багаж. Знаете, заявок, вот мы знаем свое право, правда. Заявка может быть на что угодно абсолютно, ошибочно. Что дальше? Но есть свидетели. Конечно. Все отрабатываться будут. Свидетели машины, которые свидетельствуют ваши Я так что вырубить пока. Нас было 6 человек. Это водитель, оператор, мы с Гурамом, сама жертва и человек, который должен был стоять на остановке и извещать людей о том, если что-то вдруг пойдет не так. Извещать людей, если что-то пойдет не так. Извещать всех людей. Несмотря на это, все пошло не так. В общем, все задержанные поясняют, что это был у них социальный эксперимент. Снимали все на камеру. И это уже неоднократно у них происходит. Похищали своего знакомого специально, как отреагируют типа вообще граждане. То есть по факту похищения не было. Все на камере запечатлено. Человек, которого похищали, вот только что был рядом со мной. Значит, 4 в отдел повезла рота и 2 со мной. Вот водитель и еще один. Мы даже не сомневались, что нас отпустят, как только мы скажем, что это всего лишь розыгрыш, социальный эксперимент. Просто детские шалости, маски нам сшила мама Гурама, а мы сами веселые пранкеры с канала Ракамакафон. Кстати, полицейским очень понравилось название нашего канала. Как ваша организация называется? Никак вообще? Ракамакафон это Проект называется, но как бы это ничего Какой-то не проект Уракамакафон. Не совсем так. Ну, Интернет-проект, интернет, это не организация немножечко, она не В интернете зарегистрирована. есть типа их. Ну, канал, естественно. Так вот, еще сидя в машине с оперативником, мы начали подозревать, что стражи правопорядка не очень положительно относятся к русскому пранк-движению в целом и к розыгрышам людей на улице. Я могу сказать, что они даже не были подписаны на наш канал на Ютубе, и мало того, они не вступили в нашу группу ВКонтакте. Ну, парни, вы просто пиздец, зарвали, блядь. На самом деле, вы просто, парни, пиздец. Вот тут дайте нормально поработать-то. Ну нахуй вы делаете эту шляпу? Теперь, блядь, я буду с вами ебаться просто 2 часа как минимум еще. В отделении полиции мы первым делом написали огромное количество объяснительных и продемонстрировали ролики с нашего канала на Ютубе. Мы начали подозревать, что что-то идет не так. После того, как наши вещи стали описывать, с нас сняли отпечатки пальцев, сфоткали с этой дурацкой табличкой, как в голливудских фильмах, и рассадили нас по камерам.
Надо признать, полицейские были с нами крайне вежливы. Уже в отделении полиции, как только мы приехали, нам сразу же сказали, что на ближайшие 12 лет мы планов можем не строить. Нас уже отчислили из университета, уволили с работы, а наши любимые девушки уже вовсю развлекаются с пьянем вожатым. Когда твой друг за решеткой, и вы находитесь в полиции, это очень грустно. Атмосфера в камере была очень благоприятная, свет не выключался всю ночь, вентилятор работал как при посадке пассажирского лайнера, а в 4 часа ночи к нам забежала пьяная проститутка, которую мы даже не вызывали. В итоге в камере мы провели 24 часа, ожидая суда, который, как нас заверили, должен был состояться вечером следующего дня. Но не без помощи адвоката, которому мы заплатили в 70 тысяч раз больше, чем общая прибыль с нашего канала на YouTube. Вечером следующего дня мы уже платили административный штраф в размере 1000 рублей. Несмотря на то, что жертва нашего похищения все это время сидела с нами в камере, так же, как и мы, давала все показания, на нас уже попытались завести уголовное дело. И спустя 1,5 месяца тщательнейших проверок и расследований материалы дела были отклонены, и вот наконец-то нам вернули нашу камеру. В конце хотим сказать самое важное. Несмотря на все произошедшее, мы считаем, что наш социальный эксперимент удался в полной мере. И на самом деле мы искренне рады тому обстоятельству, что люди на остановке остались не безразличны к чужой судьбе, а, надо отметить, правоохранительные органы сработали крайне оперативно. Не оставайтесь равнодушными, ведь один маленький звонок может спасти кому-то жизнь. Ничего, мы снимемся за один день. 7 подходов мы снимем. За сколько? За 3 часа? За 40 минут? За 3 часа 7 подходов мы снимем. То есть похищение человека с остановки снимется за один день. И мы не понимаем, что Максимум за второй день. Максимум за субботу.